Так, по идее, запись сейчас должна буквально пойти. Да, всем приветики, с вами Саша Лампочкин, и сегодня мы с вами как раз-таки добрались до анонса следующей версии в Genshin Impact. Надеюсь, нас ждет что-то сегодня интересное. Надеюсь, зрители сегодня у нас будут участники стрима не только разработчики, но еще и конкретно кто-то из ребят команды озвучки. Было бы славно. Что ж, перед просмотром попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы этого не сделали ранее, и настроиться на то, что у нас сегодня такой приятненько, как всегда, стримочек, в котором все спокойно и умиротворенно. Приятного вам просмотра. Так, пока мы ждем, я даже не могу. Дайте лайкчик проставлю, вы тоже лайк поставьте. В кои-то веке я не опоздал. Я все заблаговременно. Смотрите, как тут какой-то безумие происходит. И реально постоянно каждую секунду обновляется чат, и мне, честно, мне страшно. Так, благо мой чат не виден, славьте Господи. Вы не смотрите на то, что у меня тут триллион вкладочек. Да, сейчас, когда начнется стрим, все будет окей. Боже, безумие какое-то реально происходит тут. Мне страшно. Эх. Так, а я такой молодец. Я посмотрел, работает ли в ВК. По идее, должно... Да, привет! Привет! У нас тут сейчас будет стрим. Да, я тоже жду. Интересно, что будет. Пофиксил косяк у меня был с ботами. Это был шедевр. Иначе я не скажу. Обложка топовая, соглашусь. Мне тоже очень нравится. Такая красивенькая. Интересно, насколько это драматичный финал будет. С учетом того, что у нас эта версия была такой, знаете, достаточно эмоционально заряженной, я бы сказал. Да вот я говорю, что просто саспенса нагнетают максимально, и мне страшно. Так, где мое... Так. Вот, по идее, оно должно было запуститься. Сейчас, я на всякий случай проверяю. О! Все. Что ж, ребята, мы молимся на то, чтобы все было хорошо, и у нас был классный... был классный стримчик. Чё ждете? Как думаете, чё нас ждет? Ваши ставки, ваши теории. Я не знаю, я готов к чему угодно. Потому что у нас примерно будет 0 персонажей озвучки. Что у нас будет примерно 0 всего. Не, если совсем грустно станет, ну и понятно, что я перейду на японскую, хотя бы что-то. Но я, честно, я смотрел, как в японской, мне было как-то не так некомфортно. Ну, это опять-таки мое субъективное. Субтитры! Почему немецкий, а? Sprechen Deutsch, да, это был сейчас я. Что-то с Роном происходит, я так понимаю. Ок. Какая красивая локация. Прям. Это новый босс будет. Такая скверна. Класс. Так, такого мы уже видели.
Но я так понимаю, он будет сочетать в себе разных боссов, которые у нас уже были. Вот как вам? Как вот вам ее дизайн? Как ее... Вот хотите убивать себе часку? Я пока не знаю. Ну... Скажу честно, пока что меня не впечатлил анонс. Скажу честно, максимально. Как будто бы... Обо всем мы ни о чем. Нам не показали, чем закончится эта история с Мавуикой. А типа, окей. А чё? А где? А как? Ну, музыка красивая. Надеюсь, меня не сильно подвисает стрим. На. Блин, какая миленькая штучка. Это что такое? Это что за милашка такая? Блин, она такая очаровательная. Надеюсь, в игре мы ее скоро увидим. Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. Ну, какая милашечка. I'm not sure what that meant, but it was adorable. О, какая He approves прелесть. of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckoosaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The flower. Наконец-таки мы увидим клан Цветочного Пера. Потому что сколько уже затравок было. Блин, мы видели часть этой локации, можно было спокойно ее увидеть. Блин, миленько выглядит. As elite special forces, their job was to detect threats, disseminate intel, and quickly neutralize any dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test pilot skill and teamwork with the cuckoosaurs. Новые испытания. Класс. Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a Ура, мы будем летать, наконец-то. Наконец-таки мы этого добьемся. Okay, so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. Это чё за отсылка на гипоглифов? Нереально прям максимально на эту тему связано. Какой-то квиз? Every tribe in that land has a unique way of communicating with their saurian companions. The members of the Flower Feather clan use a special item to summon their cuckoosaurs. What is that item? A basket filled with their favorite food? Свисток. Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Горн. Horn. Ding ding ding! Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud. Свисток я все-таки угадал. So there's your overview of cuckoosaurs. Maybe they sound a little unapproachable compared to other saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the Flower Feather clan's expert peacemaker, can help mediate the conflict. Knitch mentioned that her method of mediation is silencing both parties. Я так понимаю, в этом обновлении будет ее сюжет. Well, that's only in special cases. Most of the time,
Chaska barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people, too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Cuckoosaurs took her in and raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Chaska gained a lot of unique combat experience from her Saurian childhood. Я себе выбивать не особо хочу, если честно. Вот мое субъективное мнение. Да, прикольно, прикольно, но я себе не сильно захотел. Wow, that mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah. Летает на своем револьвере. In the Night Soul's blessing state, Chaska's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state will cause Chaska to Блин, реально, это первый аниме-персонаж, который я не хочу вообще себе. Притом я очень люблю аниме-персонажей, чтобы вы понимали. In addition, for every pyro, hydro, cryo, or electro character in your party, one of Chaska's Shadow Hunt shells will undergo an Мне кажется, у меня вроде есть все аниме, кроме Ивенти и... А, все кроме Ивенти. А, нет, Венти и Сахароза, вот. Since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soul-Seeker shell during her burst, which deals animo damage. Ладно, нет, у меня многих нет. Я что-то сейчас так посидел, покумекал, понял, что не, все-таки не все. Хотя, честно, очень люблю именно вот эту стихию, одна из моих любимых. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Cuckoosaur. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather clan has its own definition of strength. There's a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare to ask, what if you didn't need a Cuckoosaur to fly? If you could Ой, надеюсь, этот сюжет будет поинтереснее, чем предыдущие. Now, whether that's the right path is for us to discover. Chaska will also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that you can tell us? Remember how I mentioned that Chaska was raised by Cuckoosaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. Even though she's joined human society, Chaska still... О боже, они так похожи. Прям, знаете, есть что-то общее между ними. Still has a soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the flame. The tribe is facing a crisis, and they'll need the traveler's help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination in the battle in version 5.1. It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. Понятно, мы еще будем реветь, все ясно, спасибо. Спасибо за мои слезы, заранее. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland... Короче, я так понимаю, в этом обновлении не будет финала как такового. Ну, мне кажется. Мне кажется, у нас будет такая промежуточная филлерная глава. It looks like the captain will also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say.
The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natlan's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natlan needs mental fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the masters of the Night Wind. Ну да, я так понимаю, в этом обновлении у нас будет один сюжет, и потом будет финал. Судя по всему. Ну, о, привет! У нас тут сейчас стрим, посвященный следующей версии, которая у нас будет. Ну, локация выглядит восхитительно. Я прям жду. О, какие милашки! А почему стрим не на русском? Потому что у них же нет российской локализации. Поэтому мы читаем только все субтитры. Но... Ой, ну все, ты попал на кучу моих ботов. Ты какие-то слишком современные предложения делаешь, я об этом даже не думал. Ну и плюс, опять-таки, я ждал, что в этом обновлении сейчас покажут, как сказать, персонажей, которые там будут. Ага, ну понятненько, ладно. То есть, я думал, что все-таки тут будет именно вот актер озвучки, но, как мы видим, тут только у нас ребята из команды локализаторов. Поэтому так вот. Блин, какой прикольный чудик. Чувствую, навозимся мы еще с ними. Ну, выглядит очаровательно. Всегда стримы так смотрите. Ну, классно. Че, по итогу 4-звездочный он? Вроде да. Чего? Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stoic and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Да вообще не скажу, что неожиданно. Вполне себе было ожидаемо, что он вполне себе милый парниша. Подросток такой. But Auroron really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. Уходил спать, было 0 сообщений, проснулся 500 в плейчате. Да. И... Спасибо, соседи, решили меня порадовать. Спасибо, мои хорошие. Тогда я прочитал половину от того, что там было, и я такой... Понятно, ясно, спасибо. Понятно, информативно. Let me start by explaining how Auroron gains Night Soul points. This can happen in multiple ways. For example, Auroron can gain Night Soul points when one of his party members triggers. Так, эта девочка у меня есть. He can also gain them when other party members deal hydro or electro attacks to enemies after Auroron unleashes his elemental. Ой. Вот почему каждый раз, когда я провожу именно стрим по стриму версии, у меня каждый раз начинает сверлить. Либо у меня еще что-то происходит, либо у меня отрубается вообще стрим и полностью свет вырубается, и я такой, ну блин, именно в этот день. Это уже просто 3-й раз, когда у меня что-то идет не по плану, а эти обновления происходят не так часто. So I should mention that Auroron doesn't need to be on the field to trigger the hypersense effect. Ну, выглядит прикольно. Ну, я бы, наверное, покрутил, чтобы его выбить. Полезный все-таки персонаж, я считаю. Единственное, я так и не понял, он 5-звездочный или 4-звездочный?
Вроде заявляли... У меня просто нет ни одного пятизвездочного лучника, чтоб ты понимал. А мне иногда они нужны. And speaking of making things easier, Auroran can also improve the exploration experience. Скорость полета персонажа в отряде? О, прикол, прикол. Реально видно прям разницу. Две новые области. А что второе? Version 5.2 actually introduces another new region. It's called Ochkanatlan. Очканатлан. Славно, прекрасное название, я считаю. Блин, если это будет вторая гора, я буду счастлив. Yes. This is a restricted area in that land due to its severe abyssal contamination, and it seems uninhabited. Это выглядит так классно. Я хочу там сюжет пройти. Блин. Wait, did you say slay the dragon? Yeah. I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Мне нравится. Okay, that's pretty concerning. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually... Надеюсь, это реально будет что-то типа а-ля гора.2. Потому что первая гора мне очень понравилась, несмотря на то, что она была очень жесткой. А с кем? Какая милашечка. Ну это все. Все. Тем более обязан пройти этот сюжет. Кокуик. Очаровашка. Такие сюжеты прикольные, конечно, но грустно, что они не озвучены. Это прям немножко печаль периодически. Но они классные. И не менее интересны, чем основной сюжет. Не, слушайте, это реально, это гора.2. Реально, то есть это только более такая интерактивная. Я же более чем уверен, что тут места, где без вот этой штучки вообще не пройти. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatlan. For example, with the help of a Kaholasaur. О, еще какие-то мини-игры прикольные. With the help of an Ikitomisaur, Ой, we can solve certain люблю puzzles. прикольные мини-игры. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can Лавовые рыбы. Yes, but I've got some friendly advice. А как у тебя удочка не горит-то, как у тебя вот наживка твоя не горит? Это как? Ага, ну это мимик, понятно. По нему было видно. Yep, that's true. The abyss has corroded Natlan's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of them. Короче, понятно, у нас, видать, в какой-то веке... реально, вот я так понимаю, филлерный сюжет у нас будет. Ну, кстати, это первый раз у нас потихонечку все-таки делают длиннее сюжет, это неплохо. Потому что тут не сказали, что история закончится, значит, у нас будет продолжение. Правда, получается, это ж мы сколько еще не... Это еще 40 дней мы не будем видеть продолжение. Это грустно, конечно. Прямо на которого полноценного. Мы не увидим развязки.
Limited time exploration rewards will be available in version 5.2, just like in Ага. version 5.1. Ну, это понятно. Эту штуку они ввели, прикольная. Награда за то, что ты исследуешь все. Я, кстати, до сих пор не закрыл на все 100 локаций. Надо будет закрыть. Ага, он все-таки 4-звездочный. Вот, отлично. Ой, господин Нювилет. Савара, я бы, кстати, на твоем месте бы задумался о том, чтобы взять себе Нювилета. Он очень классный. Я бы на твоем месте задумался. Это один из моих самых любимых персонажей, за которых я играю. Господи, какой я милашка. Он топает. Боже ты мой. Как это славно, как это мило. Вы зачем меня провоцируете на милоту? Но я не могу смотреть на вот это чудо, вот эту сладкую пупсенку, которая просто такая тап-тап-тап-тап. Это же так мило. Ну я уже поставил лайк, что вам еще надо? Деньги, чтобы задонатил? Ну, вот. Не смотивировали. Вы до сих пор официально не объявили о том, что у вас есть некоторые проблемки. А я жду. Он так мило топ-топает, я не могу. Просто вот что за сладкая конфетка. Такой, кого он не напоминает? И... Блин. Ну все, пингвинчик утопал. Их теперь много, какая прелесть, боже ты мой. Welcome back. Let's dive straight into the event section. So in the first event, we'll get to learn more about the masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, Просто так смотришь на баннер такой. Жесть, финал, наверное, будет. По итогу мы смотрим на то, что сейчас нам показали, и как будто бы, ну, просто филлерный сюжет. And gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn. Ну, кстати, прикольно, что мы еще получим какие-то вот прикольные штучки такие. Как классно выглядит этот ивент! Боже ты мой, это так очаровательно. Как говорят на английском, adorable. Боже, это выглядит прекрасно. Надеюсь, они озвучены. Поиск заблудших душ. Ага, ну мы-то подобную штуку уже видели, только в Фонтейне. А так такая же абсолютно механика. Ага. Ну, почему нет? Принцип прикольный такой кооперативчик, в котором можно повеселиться. Так что, ребята, записываемся в очередь, буду играть со всеми. Ага. Ага. Понятненько. О, вот это что-то новое, это прикольно выглядит. Блин, прикольно. Вот это будет залипозно, я чувствую, я такое люблю. Лишним точно не помешает. Лишним точно не будет это оружие. Интересно, оно... Да ладно, вы решили вспомнить о Пепельном море? Ага, да, а можно... Ой, ивент с Катеринкой. Что она для нас подготовила?
travelers will need to complete various challenges with designated Блин, credits классный, классно, and класс, fully класс, класс, leverage their класс. Я skills to ставлю, earn я gold. уже ставлю этому I ивенту know 10 you're up из for 10, the он challenge, прикольно travelers. выглядит. Good luck. Amongst that related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the honorary knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed at this time. Travelers will need to select Это, я так combat понимаю, units and stratagems to deploy что-то against про opposing стратегию, formations. окей. А, мы Once the такую штуку lineup is set, видели. the monsters will fight automatically. Мы можем лишь со стороны Available наблюдать. combat units and stratagems Ну, are блин, прикольно. completely Слушайте, они в этом обновлении очень много всяких прикольных кооперативных штук добавили. Это неплохо. Я такое люблю. Вернее, ладно, я полюбил, потому что раньше мне было банально не с кем играть об это все. Я сидел один. А сейчас у меня появились вы. Поэтому можешь повеселее. All right, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. Oh, looks like they're selecting tactics. Мгм. Double damage? That sounds powerful. Whoa, О, it's нет. cool. The Священный elemental призыв reaction семерых. types are Игра, в которую completely я different. уже сколько не играл. This brand new heated battle mode is Не знаю, called меня как-то она не automatic завлекла. artistry. Powerful Не support знаю, как decks have вас, been но... added for Не, nearly кому-то она every нравится. Я elemental понимаю, что есть люди, которым она прям Choose cards заходит. that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid back. Characters will automatically duel each other, and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like Но, you я got так понимаю, all анимацию the добавили, раньше их вроде не было. after coming back from Natland. Не, прикольно, они добавили анимацию, это классно. That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. Ну, может New быть, version will попробую. also bring a few updates to regular Genius Invocation TCG. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some Что-то они реально adopted много enemies. ивентов всяких Travelers will be понакидали. able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to А, deduce это their мы location, видели. you'll Эту be штуку able мы to уже track видели. them down. Похоже, была Once the animals в are safe and sound, travelers в will этом, receive a gift в from a Сумеру. mysterious Я figure who помню, adopted проходил them. такой I ивент. feel like Auroran would really shine in this event. Это He's чего? definitely an animal lover. Хутау, ты что с тобой произошло? Хутау, с тобой все окей? Хутау. Yeah. Finally, the ley line overflow event will return in Ну, version это 5.2. классика. If you need Mora or character EXP materials, Ничего then keep an eye интересного. out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. First up is the change to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. Ну, отчасти да, This соглашусь. will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click Next Act if you want to keep fighting. Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been Показатели added to the new поддержки. update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the support Mm. across the screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping Ну, people out. ладно. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've just started experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form Тут- strategic teams. Ну, тут для These меня markers особо will ничего display key интересного. information Ну, как бы on да, how to прикольно, counter поудобнее, enemies, но but in a спокойно. much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely gonna save Ну, у some меня time. максимум получалось там, And we can expect ну, не even прям цель до more конца дойти, optimizations но in the future as предпоследний travelers уровень. continue Потому что у меня там to персонажи valuable достаточно feedback вечно. about their experiences. Надо Okay, их всех let's докачивать. introduce the other system optimizations coming in version 5.2. You can now sort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Вот это удобно. Second,
The animations Это штука for crafting полезная. materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. Ага, That's анимация really быстрее nice. стала, Our славно. dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every type of seed. Мгм. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. In addition, the cooldown for the boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, 5 секунд. it'll be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be Такая, really блин, helpful. такая штука же есть, а я все время, Oh, and я optimization все время их все долблю. The updated lock assistance interface will allow you to Всё configure lock понятно. settings with a single click. Just hit Все, я эту штуку recommended включу, а то я settings что-то and как-то you're set. что-то The проглядел, что она recommended есть. set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended plans to configure custom ones instead. The update also allows you to Mhm. batch lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to organize your inventory. In addition, a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever Ой. they want. A star feature will also be added next to the lock button on Ну, each что-то как-то artifact. реально проходной какой-то Travelers стрим can use this отчасти, feature вот to если mark честно. their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. Finally, treasure compasses will now Вот be это я able to знал, locate что even теперь в more зависимости от treasure региона locations, будет переключаться including автоматически. series and time И самое trial главное, он treasures. теперь будет показывать вот эти Quick штуки. swap Это я feature will знаю. also be added for treasure compasses and Oculus Resonance Это stones. удобно, потому Link что, compass feature will конечно, allow travelers to конечно, в такие more моменты easily прям use периодически each такой думаешь, ну блин, мне надо закрыть карту на 100, The где feature еще, will что я еще не automatically сделал. switch to the compass or А у тебя stone там где-нибудь corresponding такая to the фея location такая. in the game. О, Awesome. Be sure to я check out future жду. announcements for more details on the version 5.2 optimizations. All right, that was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for the third redemption code. Третий промокод. Ну что ж, третий промокод. Вот, пожалуйста. Я не могу с этих попсен. Они такие миленькие, они такие сладенькие. Я не могу. Я понимаю фан-сервис Hello, но, блин, я люблю такую милоту. Я бы, наверное, себе такую домой игрушку бы хотел. Я не особо фанат плюшевых игрушек, но такую бы хотел. Правда, наверное, найти качественную, хорошую, наверное, немножко сложно. Ну, правда, они выглядят очаровательно. Боже ты мой. Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. After the version update on November 20th, travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Да ладно. Log into Genshin Impact Сколько on лет они Xbox бодались с Series X этим? and S Сколько лет consoles они с этим всем to receive возились? the Wind Glider with Wings of Fate's Course intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. That means that we've reached the end of the Чё-то special какой-то program. быстрый стрим, Is ребят. there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. М. Traska and her weapons seem really incredible. I'd Мгм. love to see how her travel chronicle unfolds because А больше вы ничего сказать не хотите, мои хорошие? Ну там, у нас есть некоторые проблемки сейчас, но мы работаем с этим, ребятки. Мы стараемся, делаем все, что можем. Ну, хоть что-то сказать на эту тему, нет? Мы молчим. А жаль. А жаль. Мгм. Не токсичу, но замечаю, что есть моментик.
It's just exciting to see Да. another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. Ага. Бай-бай. Че, ничего будет? Нет? Все? Все. Вот такой вот у нас стримчик. Такой вот у нас стрим произошел. Ваше впечатление, мои хорошие. Ваше ощущение по происходящему. Я, честно говоря, ждал чего-то немножко большего. Ну, на мой субъективный взгляд, я ждал, что будет немножечко как-то поинтереснее. Да, будет много всяких классных моментов, которые нам в будущем очень даже понравятся. Я думаю, кооператив много кто из вас оценит. Всякие подобные такие игровые форматы. Но глобально, я думал, что у нас будет развязка сюжета. А у нас, оказывается, еще на одно обновление продлили. Ну что ж, ребятки, будем держаться все вместе, мы с этим всем справиться. А все, кончилось тут ты, молодец, а вы закончили. Я желаю вам всем хорошего вечера и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.